Значит так, смотрите вы телевизор, где идет ролик вашего любимого блогера, как вдруг, внезапно, ваша собака перегрызла провод. И ролик оборвался на самом интересном месте. Соединить эти провода обратно не получится, потому что, расстояния попросту, никак не хватает. И что делать в такой ситуации, если у вас пакостная собака? Прям как у меня. Если у вас больше проводов дома нет, то удлинить их никак не получится. Но у меня есть здесь карандаш, а внутри находится грифель, а грифель является проводником. Что если мы нарисуем провода? Бред? Звучит реально как бред. Хорошенько стачиваем карандашик, оставляя только грифель. Чем плотнее я нарисую, тем больше вероятности того, что электричество будет проведено. Похоже на провода. Теперь берем наши провода и затачиваем их, убирая от них оплетку. Так, фиксируем все хорошенько. Почему мне смешно? Вероятность, что это будет работать, примерно 1%. Так. Интригующий момент. Раз, два, три. Ничего. Видите, да? Искрит сами провода. Значит, контакт проходит. Сейчас мы решили попробовать включить телевизор при помощи карандашей. Не менее странно, но... Йоу! Мне не нравится, что провода чуть-чуть греются. Нормально. О! Да! Едь! Я вообще не ожидал, что от карандашей можно телек включить. Я был уверен, что сопротивление слишком большое для телевизора. Ой, там что-то... Нормально. Держись, карандашик. Есть картинка. Мы включили наш видеоролик при помощи карандаша, воткнутого почти что в розетку. Ё-моё! Кстати, вот провод, который воткнут здесь, это HDMI. То есть вот, поднимаю его наверх, вот, это HDMI. И он воткнут в ноутбук. Сегодня мы попытаемся узнать, что можно использовать в качестве проводов. Включают карандашей, и телевизор вырубается. Ну-ка, подключи. Это уже проблематично. Итак, ребят, у нас есть вот такая вот конструкция, на которой мы с ребятами покажем вообще, как это все работает. Так, втыкаем сюда. Степан, подключай контакты. Лампочка! Работает! Да, но что если в эту цепь мы подключим какие-то другие предметы? Что у нас первое? Канцелярские резинки. Ты действительно хочешь взять канцелярские резинки? Ну да. Мы подсоединяем один контакт к резинке. Втыкай, ну. Да-да! Ничего не работает. Которые, очевидно, не проводят электричество. Например, Резинки. второй вид предметов, которые мы тоже брать не будем. Металлические монеты. Та-дам! Металлические предметы мы тоже не будем брать. То, что металл проводит электричество, знают все, потому что металл находится внутри проводов. Это основной проводник, что еще раз требовалось доказать. И я вам показал это не просто так. Если ты тоже увлекаешься наукой, если тебе интересно блеснуть своими знаниями, или вообще, может быть, ты хочешь сделать какое-то научное открытие, то тогда ты можешь проявить свои способности в конкурсе «Знаешь, научи». Организованного оно «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой Учи.ру в год науки и технологий. Это отличный шанс проявить себя и получить за это крутые призы. Для того, чтобы принять участие, необходимо записать научно-популярный видеоролик длиной до 3 минут, в котором ты доступным языком объяснишь какую-то теорию, гипотезу или правило. Далее регистрируйтесь на сайте Наука.Учи.ру и отправляйте туда свою работу. Времени, кстати, осталось очень мало. Среди призов будут разыгрываться крутые гаджеты и поездки в научные кампусы. А еще призы получат также твой наставник и твоя школа. Поэтому заходи на сайт Наука.Учи.ру, регистрируйся и отправляй свою работу. А ссылка, как всегда, в описании. А сейчас мы сделаем одни длинные провода из самого рабочего способа. И первое, что мы проверим, это желейные червячки Харибо. Выглядит это, конечно, очень странно. Мы используем как провода желейные червячки. Сергей, втыкайте. Будет ли работать? Интрига. Нет. А если поближе? Все, интриги нет. По всей видимости, здесь недостаточно влаги, но, по крайней мере, они очень сильно похожи на провода, потому что они длинные. Но это, к сожалению, не так работает. Что у нас есть еще? У нас есть арбуз. Тащи арбуз. Внутри арбуза находится очень много влаги. В них есть сахар. По идее, это должно сработать.
Сейчас нам нужно срезать края у арбуза, для того, чтобы мы могли воткнуть в самую сочную, где как раз таки есть влага. Такс. Да ладно! Убираем провод оттуда. Не работает. Втык. Оп, 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 оп. А за кожурку. Вы только сверху, вдумайтесь. Сверху покажу. О! Закажу! ладно. Офигеть! Подожди, то есть не обязательно было обрезать? Да. Блин. Слушай, давай возьмем. Давай тут два целых Два возьмем. целых арбуза сейчас проверим. Вы только вдумайтесь, провода из арбузов! Что в этом? Что творится в этом мире? Сейчас мы сделаем этот трюк, даже не разрезая арбуз. А, не получается. Получается, не работает. Ну надо, видимо, хотя бы хоть... Да, хоть что-то в воде было. Потому что эта часть глянцевая, и мне кажется, что она является плохим проводником. Но сейчас. Не горит. Горит, горит, горит. Есть! Горит. Смотрите, все происходит прямо на ваших глазах. Арбуз это тот же самый провод. Это То есть получается, внутри у если него есть что-то наподобие меди, а снаружи у него изоляция. Все точно так же, как у провода. Чтобы вы понимали, что это не фейк, мы убираем арбузы. Все то же самое. Эти же самые провода. О, ярко. И они работают. Когда между ними был арбуз, они тоже работали. Мы до этого использовали карандаш именно как рисунок. И он не сработал, потому что телевизор потребляет наверняка очень много ватт. Возможно, это сработает на лампочке. Мы специально взяли 15-ваттную лампу. Это очень мало к потреблению, поэтому шанс, что она будет работать, значительно выше. Поэтому сейчас нарисуем провода. Че, готовы? Так, подсоединяем провода к проводам. И... Что, загорелось? Не, ну если вот так вот, то не надо. Поэтому Это нужно носить называется перчатки. Получается, это все равно не работает. Чем пахнет? Может быть, взять лампочку другую? Давайте так, у нас есть еще кое-что. Что-то помощнее, чем просто карандаш. У нас есть еще вот такой вот толстючий карандаш. Он прям плотный. Здесь много графита. Так, готовы? Да не. Работает! Смотри. Короче, чем ближе, вы сейчас реально осознаете, что мы делали нарисованные провода. Где вы такое еще увидите? У нас есть краска. Прям вообще специализированная краска, на которой даже написано, что это графитовая краска. На ней написано «Токопроводящий лак на графитовой основе». Я думаю, начнем с самого конца. О, и ярко, Да, слушай. да. Она вот на такой длине гораздо ярче, чем через арбуз светит, по-моему. Макароны. Они длинные, похожи на провода, значит, по-любому работает. Соль вообще должна способствовать тому, чтобы электричество проводилось, но мне кажется, что не будет работать. Лапша! Лапша! Не ори в ухо! Просто лапша! Мы говорили, что резина не проводит электричество еще в начале видеоролика. Что если мы возьмем жевательную резинку? По сути, в них будет влага, по идее, они должны работать. Все, как говорится, ради науки. Че, вы готовы? Да. Ну слава богу. Да блин, да ну не. Хоть из чего-то мы не будем делать длинные провода. Хоть жвачка не сработала. То есть, все, что связано так или иначе с резиной, это, в принципе, сразу провальный вариант. Сейчас мы проверим, можно ли сделать провода из лужи. Она какая-то очень сильно грязная. Ладно, сейчас наберу до конца, и я дам пацаны. Набрал, пацаны. Сейчас я предлагаю налить две маленьких лужицы, при помощи которых мы соединим, собственно, провода. Почему-то мне кажется, что вот здесь точно ничего работать не будет. Никого, ничего, никак. Никак. Опа! О, Максимальные провода, которые можно сделать из воды, это буквально 2 сантиметра. Сейчас мы попробуем сделать провода из чего-то максимально странного и живого. Это растение. длинное растение. Но с точки зрения логики, как мы уже говорили, по сути у растений есть много воды.
И поэтому, по идее, оно должно работать. Но... Будет ли это работать Да, вообще? да нет, скорее Ну, у всего. растения есть все, чтобы это работало. Не работает. Ближе попробуй. Сейчас расстояние между проводами будет порядка 5 сантиметров. Это практически минимум. Та-дам! Растения не проводят электричество. И если они там что-то делают, то очень-очень плохо. Ну а мы переходим к следующим проводам. Сосиски. Можем приступать. Сейчас мы переходим к следующему этапу нашего видеоролика. Создание длинных проводов. Но и само собой, перед тем, как мы сделаем очень длинные провода метров 10 длиной, а может быть и больше, мы решили просто проверить на 5 сосисках, потому что чисто теоретически это может не работать в больших масштабах. О! Она офигенная. Яркость такая. Охренеть, она реально По-моему, мы сделаем очень длинные провода. Наша цель — уйти вон туда, до той комнаты. Вон туда. Давайте сделаем провод из 20 сосисок и посмотрим, будет он работать или нет. Самое главное, что из-за того, что очень-очень много соединений здесь, есть вероятность, что мы просто потеряем всю энергию в ходе вот этих вот соединений. Так, вы готовы? Да. Раз, два. Сделано невозможно. ярко горит. Ну да. Мне кажется, что до той комнаты мы точно доберемся. Если до этого дотронуться, то тебя ударит током. Давайте Типа, ну проверим. это в голове просто никак не укладывается. Никак абсолютно. Мы уже дошли почти что до половины комнаты. И сколько здесь сосисок, ребят? 51 сосисочка. А в длину это у нас 4,5 метра. Работает ли это? Хрен его знает, сейчас проверим. Итак, интригующий момент. Ну, она горит. Так же, по-моему, там. Дойдем 100%, если Да, у нас мне сосисок кажется, мы хватит. можем до- Фу, Леха, фу. Оно вот сюда соберется, короче, оно здесь накопится, когда его станет много, оно такое вниз. И лампочка ярче засветится. короче. Провода из сосисок готовы. Учитывая то, что они слегка изогнуты, то 15-метровые, мать его, провода из сосисок. Работают ли они? Или... Че, ребят, давайте проверим. И на счет 3 лампочка включится. Или не включится. Включится. Раз, два, 2, 3. 3. Она горит! Но она, слушай, она уже прям значительно хуже горит. Слабенько горит, но она горит. То есть получается 15 метров проводов из сосисок делают так, что лампочка горит. Воу, стабильно. Отсюда выглядит примерно вот с такой же силой светит луна ночью. Я уверен, что никто никогда об этом даже не думал. Ну а на этом все. Ролик подошел к концу. Вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!